Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Вы опять на моем канале, где мы разбираем резонансные судебные процессы в Украине без прикрас, с фактами. Сегодня я хочу поговорить опять о деле, которое уже более 1,5 лет держит в напряжении всю страну, всю Украину, делу об убийстве известной языковедки, общественной деятельницы Ирины Дмитриевны Фарион. Она была убита 19 июля 2024 года возле своего дома во Львове. Обвиняемым в этом преступлении проходит 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра. Ему вменяют умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами по мотивам национальной нетерпимости плюс незаконное обращение с оружием. Ему грозит пожизненное. Но, друзья, сегодня не о сути обвинений, а о том, что творится в Шевченковском районном суде города Львов. Процесс тянется как резина, и заседания переносятся одно за другим. Я слежу за этим делом с самого начала, и на 17 февраля 2026 года ситуация выглядит абсурдно. Давайте разберем по полочкам все пропущенные или перенесенные заседания в этом году с января по февраль. Я упомяну каждое, причины пропуска, и мы поговорим с вами об этих загадочных, так сказать, объективных причинах, которые суд упоминает, но не раскрывает. А в конце я выскажу свои предположения как юрист, который видел немало таких игр в судах. Держитесь, будет интересно, потому что здесь пахнет не только законом, но и интригами. Прежде всего напомню, дело уже в стадии рассмотрения по сути. В прошлом году мы видели допросы свидетелей, экспертизы, включая запаховую, которая якобы дает 99,9% совпадения с запахом Зинченко, и даже показания тайного свидетеля. Но в 2026 году процесс заострял. Арест Зинченко продлевают регулярно, последний раз 8 января до 9 марта, без права на залог. Прокуроры не дают спуску. Дочь погибшей София Особа подала гражданский иск на 15 миллионов гривен. Но что насчет слушаний по сути? Вот они-то переносятся снова и снова. И давайте по хронологии. Первое заседание в этом году, которое сорвалось, это 14 января 2026 года. Планировали заслушать экспертов и доказательства стороны защиты, но оно не состоялось. Какова причина? Отсутствие адвокатов обвиняемого Владимира Вороняка и Игоря Сулимы. Они подали заявление о болезни, а Сулима к тому же еще добавил, что он не может добраться до суда. И суд перенес все на попозже. София Особа в соцсетях тогда написала, что это очередное затягивание. Я с ней могу согласиться, но формально причина объективна. Далее, 22 января
2026 года. Это было продолжение после 14-го, но снова перенос. Причина та же. Адвокаты не явились по болезни. Судья Петр Невойт, он председательствует в коллегии, объявил новую дату 5 февраля. И вот мы подходим к февралю, где все стало еще намного интереснее. 5 февраля 2026 года заседание запланировано на 14:00. Должны были продолжить рассмотрение по сути, возможно, допросить лингвистического эксперта, но заседание просто исчезло из расписания без объяснений на сайте суда, без объяснений из криминальной канцелярии, которая не уполномочена конкретизировать то, что скрывается за понятием «объективная причина». Дочь Фарион заранее предупредила в Инстаграм и Телеграм о том, что заседания 5 и 6 февраля отменены по объективным причинам. Какие причины? Суд публично не уточняет, но из источников в прессе это снова неявка адвокатов из-за болезни. Объективно, формально да, но почему объективные и точка, без пояснений? Это, друзья, уже интрига. 11 февраля 2026 года эта дата тоже была в расписании. По крайней мере, судья Невойт упоминал ее ранее как возможную для продолжения. Я лично смотрел расписание заседаний на сайте Шевченковского суда города Львов. И что? 11 февраля пришло, но опять ничего. Отменено по тем же объективным причинам. Нет репортажей из зала суда, нет официальных заявлений, просто какие-то потякания от Софии Особы, а в остальном просто тишина. София Особа в шоке, общественность в недоумении, а я, как юрист, спрашиваю, что же это за объективные причины? По Криминальному процессуальному кодексу Украины статьи 138, 314, 323, 326 объективными считаются те причины, которые не зависят от воли участников и мешают нормальному ходу процесса. Это может быть болезнь кого-то из ключевых фигур: обвиняемого, адвоката, прокурора, судьи. Или форс-мажор, авария, стихийное бедствие, проблемы с техникой в зале, например, отсутствие связи для онлайн-участия. Еще варианты: необходимость собрать дополнительные доказательства, заменить эксперта из-за конфликта интересов или даже задержка в конвое, если обвиняемого вовремя не доставили в суд. Но в этом деле все объективные причины однозначно крутятся вокруг здоровья адвокатов Зинченко. Почему не раскрывают детали? Суд имеет право не афишировать, но это
порождает спекуляции. И, наконец, вчера, 16 февраля 2026 года. Друзья, заседание стартовало в 12:52. Зинченко доставили под конвоем Нацгвардии. Присутствовали прокуроры, София особо, но снова перенос. Причина – отсутствие Владимира Вороняка. Он на больничном с начала января. И, что интересно, у Владимира Вороняка не просто, друзья, пневмония, как сначала говорили, а осложнение в виде пневмонии после перелома ребер. Перелом ребер плюс воспаление легких – это серьезно, это постельный режим, антибиотики, возможно, госпитализация. Больничный до 23 февраля. Но откуда перелом ребер? Это же травма. Неужели его избили? Или несчастный случай? Шел, упал, очнулся, авария, гипс, да? Ни слова в прессе. Как юрист я предполагаю, если это насилие, то кто? Может, угрозы от радикалов, недовольных защитой Зинченко? Или, может быть, что-то личное? Это добавляет перца. Ведь дело-то политизированное, с мотивами национальной нетерпимости. А может, это просто выдумка для затяжки? Без медицинских документов не скажешь, но суд принимает больничный как факт. И самое пикантное. Друзья, Вороняк сам дважды подавал ходатайство о проведении заседаний в его отсутствие. Первый раз в январе, около 14-го. Второй 16 февраля, где он просил продолжить 16 и 17 февраля без него. Он был готов, чтобы процесс шел вперед, но нет. Зинченко лично и второй адвокат Игорь Сулима каждый раз настаивали на переносе. Аргумент. Вороняк типа готовил ключевые вопросы для допроса эксперта, а без него защита неполноценна. Суд соглашается по КПК, статья 324, если защитник не явился по уважительной причине и обвиняемый хочет именно его, процесс стоп. Это принцип состязательности и право на защиту. Статья 20 КПК, статья 59 Конституции, даже Европейская конвенция по правам человека. Но посмотрите, это выглядит как нежелание Вороняка защищать Зинченко. Почему он просит без меня, а команда обвиняемого блокирует? Может, Вороняк устал от дела? Может, боится репутационных рисков? Защищать парня, обвиняемого в убийстве, иконы национализма? Или есть конфликт внутри защиты, который мы наблюдали и ранее между Сулимой и Немировским, а реальные объективные причины на самом деле – это тактика затяжки. Зачем? Выиграть время, собрать новые доказательства, дождаться смягчения общественного мнения или даже дождаться, пока
ключевые свидетели забудут детали. В тяжелых делах такое бывает. Процесс тянется годами, а потом обвиняемый выходит по УДО или из-за процессуальных ошибок. Здесь уже прошло 1,5 года, а по сути стоп. А если военное положение вдруг закончится и возникнет полноценное право на суд присяжных, короче, София особо зовет это цирком. И я могу с ней согласиться. Зинченко в зале улыбается, как ни в чем не бывало. Мусихина на все 32. Ну, может быть, там не все. Но а семья Фарион в аду. Друзья, как юрист я подал жалобу на судью Невойта в Высший совет правосудия. Об этом я уже говорил. И проверка идет. Слишком много переносов без жестких мер. Суд мог бы назначить государственного адвоката, оштрафовать за неявку, если причина не супер уважительная. Но нет. Следующее заседание 25 февраля в 11:30. Посмотрим, выйдет ли Вороняк с больничного. А если снова перенос, то это уже скандал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о причинах. Избили ли Вороняка? Затягивают ли защиту? Я отвечу в следующих видео. Будьте в курсе. Правда всегда выходит наружу. Донатьте. Реквизиты в описании и в первом закрепленном комментарии. До встречи. С вами был юрист Валерий Табаков.